Королевская кобра абсолютно заслуженно носит свое название. Она обладает смертоносным ядом и гигантскими размерами. В этом видео вы узнаете много интересных фактов про этого невероятного хищника. Описание королевской кобры нужно начать с ее внешнего вида. Основной цвет тела взрослой змеи – оливковый, а молодые особи, как правило, темнее и имеют преимущественно черные оттенки тела. На теле змеи имеются полосы белого и черного цвета. У молодых особей полосы более выраженные и могут иметь оттенок желтого или даже охристого цвета. Выглядит королевская кобра впечатляюще даже на фотографиях, но каково будет удивление многих, узнав о ее размере. Средними размерами королевской кобры взрослые особи считаются около 4 метров. Вес при длине тела самца до 5 метров обычно составляет более 10 килограмм. Самцы крупнее и массивнее самок, а также имеют более блеклые оттенки тела. Стоит отметить, что продолжительность жизни королевской кобры может превышать 30 лет. При этом рост змей продолжается на протяжении всей жизни. Поэтому отдельные особи могут иметь поистине гигантские размеры. Например, в Таиланде была выловлена особь длиной 5,59 метра. В Малайзии в 1937 году была поймана королевская кобра размером 5,71 метра, затем ее переместили и содержали в лондонском зоопарке. Некоторые источники описывают экземпляр длиной 5,85 метра. Королевские кобры имеют небольшой капюшон овальной формы, который окрашен в цвет тела. Голова змеи округлой формы. Глаза большие и округлые, светлого цвета, как правило, золотистого. Зрачки в глазах крупные, черные округлой формы. Язык черного цвета. Пасть королевской кобры содержит 2 клыка и 3-5 зубов на верхней челюсти. Нижняя челюсть содержит 2 ряда зубов. Королевская кобра является высшим хищником в своей среде обитания. Ее название на латыни звучит как Апхиапхагус ханнах, что означает «пожиратель змей». Такое название змее дали не просто так, ведь питается королевская кобра, в основном, другими змеями. Причем, ест королевская кобра практически всех встречающихся ей змей, в том числе и сильно ядовитых. Пожалуй, королевская кобра не питается только особо крупными змеями, такими как сетчатый питон и тигровый питон. У королевских кобр нередки случаи каннибализма, особенно в период размножения. Чаще всего королевские кобры едят индийских кобр, полосатого крайта, зеленую хлыстовую змею, полосатую волчью змею, горбоносую ямную гадюку и другие виды. Помимо змей, королевская кобра охотится также на ящериц и небольших варанов. В редких случаях, при нехватке пищи может есть даже птиц. Королевская кобра может много месяцев обходиться без еды из-за достаточно медленного метаболизма. Например, при охране кладки яйца не могут не охотиться по 3 месяца. Яд королевской кобры очень токсичен. В местах укуса может начаться сильный отек и боли, меняется цвет кожи. Довольно часто в месте укуса начинается некроз и возникает необходимость в ампутации. Яд королевской кобры является сильнейшим нейротоксином, он воздействует на нервную систему жертвы. После укуса быстро наступает головокружение, ухудшается зрение, находит сонливость. Вскоре наступает коллапс сердечно-сосудистой системы и человек впадает в кому, затем наступает дыхательная недостаточность и смерть. Яд королевской кобры убивает человека за 15-30 минут. При всей своей смертоносности королевские кобры не считаются агрессивными змеями. В большинстве случаев они пытаются ускользнуть от незваных гостей. Если покой змеи все же потревожен, она покажет своим внешним видом, что не следует к ней приближаться. Они поднимают голову высоко над землей, встают на дыбы,
на высоту до трети длины тела, раскрывают капюшон и издают шипение. Шипят королевские кобры довольно необычно, они издают низкий звук, который больше похож не на шипение змей, а скорее на рычание. Во время агрессивной позы от змеи нужно медленно и без лишних движений отойти. Эту змею раздражают резко двигающиеся объекты или движения в ее сторону. Важной особенностью является то, что в поднятом положении змея может продолжать движение, хоть и медленнее, сократить дистанцию и совершить дальний бросок. Даже если королевская кобра укусила человека или даже нанесла серию укусов, достаточно часто укусы оказываются холостые, без яда. Змея расходует свой яд только при необходимости, а человека чаще пытается отпугнуть укусом. Лишь 10% укусов королевской кобры становятся смертельными. Но если змея все же впрыскивает яд, то человек умрет с вероятностью 75%. Есть сильное противоядие, разработанное обществом Красного Креста, которое спасет жизнь, но его нужно быстро вести жертве. В Индии и Таиланде используют отвар куркумы и других целебных трав, которые создают сильное противодействие яду королевской кобры. Ежегодно в Индии погибает до 50 тысяч человек от укусов ядовитых змей. При этом смертей от укуса королевской кобры очень мало. Королевская кобра обитает в Азии, в особенности в юго-восточной и южной ее части. Эта змея встречается в таких странах, как Индия, Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Бангладеш, Сингапур, Индонезия, Непал и других. Ареал обитания королевской кобры разнообразен. Чаще всего она живет в лесах, нетронутых человеком на высотах до 2000 метров над уровнем моря. Реже, особенно в поисках пищи, она встречается вблизи поселений человека. В первую очередь это связано с тем, что быт людей привлекает различных грызунов, а они в свою очередь привлекают различных змей. Змеи же являются кормовой базой королевской кобры, поэтому она и может находиться поблизости человека. Также королевская кобра живет на сельскохозяйственных угодьях, в особенности на плантациях с масляничной пальмой и чайных плантациях. Некоторые королевские кобры живут на приблизительно одной территории, другие же перемещаются на десятки километров. В качестве укрытий заползают в пещеры, могут также заползать на деревья. Эта змея считается дневным хищником, потому что основную активность проявляет в светлое время суток. Но ночью она также может передвигаться и охотиться, хоть и делает это намного реже. Во время охоты королевская кобра пользуется своим раздвоенным языком, которым она улавливает запах жертвы. А по вибрации от земли она может определить местонахождение жертвы на расстоянии до 100 метров. Во время охоты королевская кобра пользуется своим ядом, произведя укусы и отравляя жертву. Намного реже она может обвить добычу, удерживая и удушая ее силой мышц. После паралича или смерти жертвы королевская кобра заглатывает ее целиком. У этой змеи очень подвижные челюсти, и она способна заглотить добычу значительно толще своей головы. Но иногда случаются ситуации, что змее не удается заглотить добычу, тогда она ее отрыгивает и оставляет. Размножение королевских кобр происходит без кровопролитных противостояний самцов. Они соперничают между собой, поднявшись на дыбы над землей. Как правило, кто крупнее и выше, тому и достанется самка. А вот уже в отношениях между самкой и самцом королевской кобры случается всякое, вплоть до каннибализма. Такое может случиться, если, например, самец почует, что самка уже оплодотворена. Тогда он попытается ее убить и съесть. Беременность у королевской кобры длится от 50 до 60 дней. Это единственная змея, которая строит гнезда для кладки яиц самостоятельно. Гнездо для кладки делается из гниющих листьев и прочей доступной растительности.
Диаметр гнезда королевской кобры может достигать 140 сантиметров, а его высота 50. Смотри, гнездование у них проходит во второй половине весны. Королевская кобра откладывает от 10 до 40 яиц. Инкубационный период кладки длится не более 105 дней. После кладки мать остается с гнездом, охраняет его. Все время инкубации змея не занимается охотой, становится крайне агрессивной, а количество и концентрация ее яда зашкаливают. Если кто-то вторгнется в ее пространство, то змея без раздумий нападет, даже на слона. От укуса королевской кобры в период размножения даже такое крупное животное, как индийский слон, может умереть за считанные часы. После вылупления детеныша королевской кобры имеют длину тела от 40 до 60 см, а вес не более 40 кг. Интересный факт заключается в том, что эти змеи с рождения обладают смертоносным ядом, но все равно детеныши крайне уязвимы для других хищников. Выживаемость новорожденных змей составляет менее 5%, и из кладки вырастает до взрослого возраста, как правило, 1-2 особи. Королевская кобра внесена в Красную книгу как уязвимый вид. Сокращение численности данного животного, в первую очередь, повлекла вырубка лесов и расширение сельскохозяйственной деятельности человека. Во-вторых, пагубно влияет и браконьерство. На королевских кобр охотятся из-за мяса, кожи, а их яд используют в традиционной китайской медицине. Во многих странах королевская кобра охраняется законом, а ее убийство или незаконный вылов карается уголовным преследованием. Например, в Индии за убийство этого животного полагается тюремное заключение сроком до 6 лет. На Филиппинах королевская кобра относится к видам под угрозой исчезновения. А за торговлю, вылов или убийство видов животных с подобным статусом в этой стране полагается тюремное заключение сроком 2 года и штрафом 20 тысяч филиппинских песо, более 30 тысяч рублей.